На сегодняшнем видеоуроке мы разберем очень интересную тему, которая связана с тазовым дном, с плоским животом, с поддержкой внутренних органов во время усиленных тренировок. А также разберем это в системе метода Джозефа Пилатеса. Самое главное для начала нам разобраться, что такое дыхание в грудную клетку в сторону ребер. Очень часто оно выполняется неправильно. Попробуем для этого использовать какой-нибудь небольшой шарфик или ремешочек. Садимся. Одна из сложностей, которые испытывают мои ученики, это возможность научиться дышать ребрами. Для начала мы можем взять любой шарфик или пояс. Мы его проводим вдоль реберной дуги, то есть мы идем не по спине, а вот только по реберной дуге, то есть немножечко по диагонали. То есть получается, что у нас идет и здесь наверх. Перекручиваем. Ладошки у нас смотрят в потолок. В этом положении мы затягиваем, то есть мы сжимаем свои ребра. Это не должно быть очень сильно, вы просто должны почувствовать, что ребра сжались. Делаем вдох. На выдохе подтягиваем, сжимаем грудную клетку. И на вдохе толкаем боковую часть ребер в сторону. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. Обратите внимание, что дыхание не идет в верхнюю часть. То есть можно сделать так. Вдох. Поэтому попробуйте поработать перед зеркалом. Потому что если вы будете дышать в верхнюю часть, это будет головокружение. Еще важный момент. Мы так дышим только в момент напряжения. То есть мы делаем вдох, нам нужно будет подтягивать поперечную мышцу и при этом сохранить дыхание. Мы делаем вдохнули и выдохнули, подтянули. Еще раз вдохнули, выдохнули, подтянули. Еще один раз. И выдохнули. Это упражнение уже хорошо тем, что вы позволяете включить свою грудобрюшную диафрагму. Если у вас по какой-то причине есть асимметрия в косых мышцах живота, то движение за счет работы ребер автоматически включает и косые мышцы тоже. Также у нас с правой стороны находится печень, с левой стороны селезенка. То есть в то время, когда у нас двигаются ребра, мы стимулируем движение этих органов в момент дыхания. А теперь разберемся, что такое работа с тазовым дном, с поддержкой для поясницы в методе Пилатеса. Для начала ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях и обращаем внимание на поперечную мышцу. Поперечная мышца – это самый первый мышечный слой, который поддерживает внутренние органы. Задача поперечной мышцы в момент давления поддержать. То есть, если мы будем, попробуйте стоя, когда вы стоите, кашлянуть или чихнуть, вы почувствуете, как мышца собирается внутрь. Она у нас такой трапеция, лобковый симфиз, у нас получается мышца идет, здесь белая линия, где нету мышечных волокон, и полностью до угла ребер. То есть вот такая большая трапеция. Мы кладем руки на живот, одна сверху над пупком, другая снизу под пупком, ощущаем всю область живота, делаем вдох и на выдохе пробуем собрать мышцы тазового дна. Мы пробуем сократить мышцы ануса или анального отверстия, мышцы женщины промежности и мочеиспускательного сфинктера. И почувствуйте, что в тот момент, когда мы пытаемся сократить эти мышцы, у нас на уровень лобкового симфиза приходит напряжение. Вот мы это движение делаем на выдохе. Мы делаем вдох, на выдохе слегка подтянули эту область. И теперь, продолжая выдох, мы будем пытаться подтянуть внутрь всю свою внутреннюю часть. Опять простой вдох. Не обращаем внимания, как мы вдыхаем. На выдохе сначала мышцы тазового дна, а затем мягко убираем всю, подтягиваем поперечную мышцу. Обратите внимание, чтобы не было движения сверху в начале, что мы сверху включили мышцы, подтянули, а снизу мышца не включилась. Еще один раз вдох, на выдохе мышцы тазового дна и на выдохе подтягиваем поперечную мышцу. И еще раз вдох, на выдохе тазовое дно и поперечная мышца. Что очень часто бывает? Когда мы приподнимаем голову, у нас мышца вскакивает вверх-вперед, то есть поперечная мышца не включается первой.
А когда мышца поперечная хорошо работает, мы уже обеспечены состоянием достаточно плоского живота и поддержкой поясницы. Или, например, мы поднимаем ноги, у нас мышца поднимается вверх. Попробуйте сейчас приподнять голову и почувствуйте, поднимутся у вас мышцы вверх, поднимется она, или вы сможете ее удержать. Отпустите вниз. Наша задача во время любой работы, которая идет с напряжением на область живота, на область поясницы, на боковую поверхность, поперечной мышцей удерживать внутренние органы. Почему сначала включается мышца тазового дна? Если мы вначале включим поперечную мышцу, мы будем как бы выдавливать внутренние органы в область тазового дна. Поэтому сначала мы подтягиваем тазовое дно и после этого начинаем мягко опускать поперечную мышцу. Не делайте много усилий, сделайте чуть-чуть. Просто почувствуйте, что вы этими мышцами можете управлять. И с каждым выдохом, когда вы будете осознанно заниматься, эти мышцы будут становиться сильнее. Еще разочек делаем вдох. На выдохе тазовое дно и аккуратно подтягиваем мышцы живота. Вот теперь у нас фаза, когда мы мышцу подтянули. Нам надо дышать, сохранить дыхание. Вот здесь нам нужно на вдохе расширить ребра в сторону. Мы держим поперечную мышцу, делаем вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Стараемся, чтобы у нас не перешло в верхнегрудное дыхание. Еще раз вдох и выдох. Это небольшой вдох, не длинный, маленький вдох. Вдох и выдох. Теперь мы проверяем, можем ли мы вдохнуть, чтобы руки не поднялись вверх. Вдох и выдох. А теперь мы попробуем ощущениями почувствовать, что такое поперечная мышца. Мы делаем вдох, сокращаем мышцы тазового дна, аккуратно подтягиваем, как будто мы тянем все внутренние органы в сторону пола, мягенько подтянули. И попробуйте пальчиками почувствовать, что вся область, которую мы взяли как такую трапецию, как ромб даже, она напряжена. А теперь посмотрите, в чем разница. Если мы можем сделать как упражнение, мы можем выдохнуть, подтянуть тазовое дно, низ живота. И, например, после этого начать скручиваться. Да? То есть у нас работает и поперечная мышца, и прямая мышца живота. А теперь мы попробуем сделать движение, когда мы не включим поперечную мышцу. Посмотрите, что получится. Я поднимаю голову, и у меня выходит живот наружу. У меня только прямая мышца напряженная, но зато вот здесь у меня все мышцы мягкие, у меня ничего не включилось. У меня все внутренние органы испытывают определенное давление. И, соответственно, поясница тоже будет прогибаться, потому что это антагонистическая часть. И опускаемся вниз. То есть, когда мы работаем с любым упражнением на мышцы живота, там, где надо поднять ногу, там, где есть усилия, на мышцы спины, мы всегда вначале тазовое дно, выдох подтянули и во время выдоха делаем движение. Постарайтесь выполнять как первое упражнение, просто вдох обычный, на выдохе тазовое дно и в положении лежа подтянуть живот. Опять вдох, тазовое дно подтянули, на выдохе подтянули живот. Как только это движение станет вам понятным, мы добавляем дыхание. Мы делаем вдох, на выдохе подтягиваем поперечную мышцу и пробуем на вдохе расширить ребра. Вдох и выдох. Еще раз. Вдох и выдох. Потом мы можем уходить в положение сидя и выполнять уже это и сидя, и стоя. Это можно делать в любое время, как только вы об этом вспомните. С каждым разом мышца будет усиливаться, соответственно, мышцы тазового дна будут работать лучше. Вы создадите поддержку для внутренних органов. Это одно из прекрасных сборки упражнения. Пилатес называл это центром, да, то есть откуда начинается движение. И если мы берем как наш центр тяжести, это уровень пупка, то во всех восточных боевых искусствах это так называемый день-тянь, на 4 пальчика ниже пупка. Вот как раз эта линия становится более сильной, то есть у нас вся система собирается вокруг этой зоны, которая и стабилизирует нас во время выполнения любого движения. Выполняйте это упражнение, чтобы почувствовать, что такое дыхание ребрами и возможность использовать поперечную мышцу живота. Ощутите, как с каждым движением, с каждой тренировкой ваша поперечная мышца становится все сильнее, и вы ощущаете и поддержку для позвоночника, и поддержку для внутренних органов. И это автоматически будет все более активно и качественно включать область тазового дна. Успехов!